Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что за женщина рядом с вами? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Еще хриплю, ребят, простуженная, поэтому голос не такой сексуальный, как вы любите. Ну что, снова, мои хорошие мальчишки, мои любимые мальчишки, да, вы мне каждый по-своему дорог. Я уже знаю многие ваши истории. Вы мне уже такие родные все стали. Вы в который раз выпадаете у меня императором, да, вот в сигнификации. О чем это говорит? Что вы мужчина сильный, вы мужчина, который любит стабильность. Даже у кого-то может проиграться, что вы любите, власть, в принципе, да. Корону вы можете поправить некоторые, потому что однозначно среди вас такие есть коронованные особы. Вы человек с характером, это 100%. Знаете, мне почему-то вот идет информация, что если вас обижать, вы накажете. Вот рано или поздно, но вы накажете, да? Я не говорю, что вы там такое будете кулаками махать сразу. Нет. Вы пусть по-своему, но хоть каким-то образом, да, вот вы все-таки накажете человека, и мало не покажется. Особенно если вас очень сильно обидеть. Плюс тут еще такой момент есть, что за вас стоят высшие силы. Вот как-то у нас был расклад, да, что реально вас обижать нельзя. И мне в очередной раз показывают, что вот именно высшие силы, они стоят за вами. Здесь даже, знаете, мне идет такая страшная информация в каком-то смысле. Среди вас есть люди, которые сами, в общем-то, вы знаете, что если вас накажут, то вплоть до того, что человек, вот ваш обидчик, он может уйти к праотцам. Это ужасно звучит, но тем не менее у кого-то из вас это 100% проиграется, ребят. Вы это знаете. Я вам скажу, что вот вам палец в рот не клади однозначно. Вы человек, который умеет и показать свой характер, и умеете иногда, если нужно, да, вот для пользы дела, вы можете показать свою твердость, настойчивость, да. Но слабохарактерным, точно я вас не могу назвать. В своей жизни вы пережили какие-то грандиозные перемены. Вот трансформация произошла. С чем это связано? Но опять же, среди вас есть такие товарищи, которые пережили, опять же, трагическую историю с женщиной, неприятную, да? Разрыв, развод. Кто-то сейчас пребывает в таких отношениях, но мы не будем глубоко копать. Мы сейчас чуть попозже, да, после сигнификации, мы посмотрим все-таки, что за женщина с вами. И та ли это женщина, которой вот я сейчас упомянула. Я вам скажу, что среди вас есть такие мужчины, которые, реально были в больничке после вот трагедии с женщиной, да, после того же развода, да. Здесь может проигрываться и депрессия, здесь может проигрываться, довольно такой ступор в жизни, который вы преодолели. Возможно, сейчас кто-то из вас преодолевает. Помним, что это общий расклад, поэтому мы не можем говорить о всех одинаково. Да? Вы что-то берете под себя, переворачиваете под себя. Не может, конечно же, на 100% у всех проигрываться. Вот иногда я читаю ваши комментарии, да, кто-то пишет, да, проигрывается, кто-то там пишет 80%. Кому-то это вообще не подойдет, может быть, расклад. Поэтому, ребят, если это не ваше, значит не ваше. Это общий расклад, запишитесь на личный, и тогда будет уже более точная информация. Смотрите, вот я вам скажу, что женщина, которая вот сейчас находится с вами, опять же, мы будем с разных ракурсов просматривать эту ситуацию, потому что у кого-то проиграется, что вы только вступили в отношения, да? У кого-то может проиграться, что вы живете с женщиной, опять же, потому что это общий расклад. Но вот то, что я не вижу между вами любви на данный момент, это 100%. В любом случае, хоть живете вы, хоть вы познакомились, вот знаете,
Здесь, да, симпатия присутствует. Вот, может быть, даже вы 10 лет живете, но вы видите, что рядом с вами, да, внешне, допустим, интересная женщина, она может быть фигуристая, но вот она как будто на расстоянии, да? В каком смысле? Она-то в одной квартире с вами, но она настолько такая далекая-далекая, да? То есть между вами как будто бы пропасть. Точно так может проиграться у тех, кто вот только входит в новые отношения, да? Вам женщина нравится. Вы-то, в принципе, заинтересованы этой женщиной, но я не могу сказать, что ваше сердечко ёкнуло. Ну вот никак я не могу этого сказать, понимаете? У вас даже есть некие сомнения и у тех, и у других. Неважно, живете вы, встречаетесь ли, вот есть некие сомнения, да? Стоит ли быть этой женщиной, не стоит, потому что есть моменты, которые вас немножко напрягают. Какие это моменты? Тупик однозначный. Во-первых, здесь с одной стороны, да, вы понимаете, что женщина может быть интересна внешне, интересный собеседник, но она вот эмоционально холодновата. Вот напишите, ребят, у кого проиграется. Вот она не дает вам тех эмоций, не дает, возможно, той заботы, не дает того тепла, там еще каких-то моментов, которые для вас так важны и так нужны. Кстати, у кого-то может проиграться, что не очень хорошая любовница, вот ваша женщина. И неважно, вы живете, либо же вы только начали встречаться, потому что, ну, вы прекрасно знаете, что интимная жизнь, она в отношениях, но она немаловажна, да? Если люди не могут найти какие-то вот точки соприкосновения, да, вот и темперамент, и потребности и так далее, вот именно в интимной жизни, то потом очень сложно, да, вот вместе как-то сосуществовать, да, вот напишите, что вы думаете об этом, потому что, знаете, вот можно познакомиться с женщиной, пусть это, допустим, возьмем новую женщину, к примеру, да, она может красивая, фигуристая быть, но, извините, у нее любимая поза – это поза бревна, да, либо же Ленин в мавзолее, как я называю. Но, естественно, многие мужчины задумаются, а стоит ли двигаться дальше с этой женщиной, потому что бобиков ваших никто никуда не выбрасывал, их никто не отменял, да. И если бобик посмотрит разок, второй на эту спящую красавицу, ну, извините, бобик сдохнет сразу. Бобика нужно постоянно держать в тонусе, да, а спящая красавица, но она никак не сможет каким-то образом повлиять и тем более сделать искусственное дыхание и оживить вашего Бобика, правда ведь, ребят? Ну, любите вы сказки про Бобика, да, поэтому я вас иногда подкармливаю, чтобы вы и посмеялись, и пошутили, но тем не менее информацию вы тоже улавливаете. Поэтому смотрите, ну, здесь такой стрёмный момент, вот. Однозначно стрёмный момент. Давайте сейчас еще посмотрим, что за женщина. Во-первых, женщина, которая рядом с вами, она несерьезная. Опять же, встречаетесь ли вы, живете ли. Вот, ну, настолько человек несерьезный, вот она не рассчитывает на семейную жизнь. Причем даже вот если вы уже живете в браке, либо же в гражданском браке, но вот у нее как будто гулянки, подружки на уме, вот она вся такая звезда, раскрасавица, вот в таком плане, понимаете? Сказать, что она мать семейства, ну нет, но она не исполняет вот эти вот все функции, которые должна действительно исполнять женщина. Ей очень хочется красиво жить. Почему она с вами? Вот я вам скажу, да, вот такой секретный секрет, возможно. Потому что от вас веет стабильностью. Вот опять же, вы выпали императором, и женщины это прекрасно чувствуют. Я уже не раз об этом рассказывала, что любая женщина всегда энергетически чувствует сильного мужчину, да? Даже вот по голосу мужчина начинает только разговаривать, и женщина понимает, вот это сильный мужчина, за этим можно быть как за каменной стеной. Это, ну, на каком-то, знаете, вот необъяснимом инстинктивном уровне происходит у всех женщин. И мы не можем это урегулировать, ну, никак. Почему-то и мужчин к одним женщинам тянет, к другим нет, да? Поэтому смотрите. Вот она к вам тянется, либо же держится за вас, если вы живете вместе, потому что вы ей даете финансы, возможно, жилье, еще какие-то выгоды, да. То есть она от вас имеет плюс, это довольно может быть, ну, неплохая такая жизнь, вот именно в быту, да. Вот вы обустроили ее быт,
таким образом, что, простите, охрипла, обустроили так, что она, ну, не хочет вас бросать. Она не хочет бросать, потому что ей так удобно. Это очень удобно жить с мужчиной, который будет тебе все проплачивать, давать, да. Если еще и супружеские долги исполняет, так это вообще супер. Хотя я вам скажу, что, ну, в таких отношениях особо не хочется никакого долга исполнять, потому что, ну, когда между людьми есть холодок, о каком долге, да, ну, то есть Бобик будет вообще не, даже не будет лаять и из будки не захочет вылезать. Он там повесит 10 замков на свою будку, закроется, и только меня не трогайте. Я вам скажу, что вот такая канитель будет и дальше. Вот такая канитель между вами будет и дальше. У нас выпала карта иллюзий. Карта иллюзий по поводу вот женщины, которая рядом сейчас с вами. Хотя, в принципе, знаете, вот те из вас, кто встречается, допустим, я также не вижу у вас серьезных намерений к этой женщине. Да, вы пытаетесь как-то наладить личную жизнь, да, потому что вы какой-то период были свободны. Да, плюс здесь еще интимный момент, потому что, ну, никто не хочет держать своего Бобика на голодном пайке, да. Но опять же, вот когда нет любви, когда вот нет каких-то, знаете, точек соприкосновения, а если еще и женщина, извините, любит это самое бревно, да, то здесь вряд ли будут какие-то перспективы. Вам бы вообще хотелось по жизни иметь страстную женщину, вот именно страсть, потому что вы страстный мужчина. Вы ждете такую женщину. А то, что сейчас между вами, вот, ну, я даже не могу назвать это как-то отношениями. И неважно, вместе вы, начали вы отношения, ну, назовем это, да, имитация отношений. Причем я вам скажу, что через какой-то период большая вероятность, что вы будете либо же на расстоянии с этой женщиной, особенно это может проиграться у тех, кто уже живут вот с женщинами своими, да, но живете как соседи, вот реально, вот просто как соседи. Здесь может у кого-то проиграться измена, либо вы узнаете, либо же вы сами увидите, вот какие-то факты найдете. То есть здесь такая ситуация, что вы почувствуете себя еще более одиноким. Вот представляете, какой это кошмар. С одной стороны, вы живете как соседи, а потом еще узнаете, что, ну, извините, эта женщина еще и рожки наставляет. А вы ее, допустим, там кормите, поете, да, ну, то есть обеспечиваете ее такое безбедное сосуществование, да, с вами. Будет не очень приятный момент, поэтому, ребят, смотрите, держите ухо востро, особенно те, у кого холодные отношения, кто живет как соседи. Вот здесь вот реально может быть печалька, потому что, ну, вот вы сами видите, да, одиночество из-за предательства, вот одиночество. Кстати, это еще может означать, вот именно вы себя одиноким чувствуете из-за того, что у вас холодная постель. Вот холодная постель – это именно то, что я только что вам говорила, да, не хочется ложиться, не хочется никакие там супружеский долг исполнять, ничего не хочется. Вы даже скорее будете отвергать такую женщину. Да что ж такое? Ну и напоследок давайте еще посмотрим, чем нас порадует или еще огорчит эта женщина, которая рядом с вами. И снова у нас вот... Нет, знаете, вот я не вижу толка. Ну вы посмотрите, вот 3 карты я вытащила, 3 карты подряд. Однозначно здесь будет либо же измена, либо просто расставание, потому что так дальше продолжаться не может. В любом случае, вот рядом с вами не ваша женщина. Да, у кого есть новые отношения, вы можете, ну, какой-то период потянуть кота за хвост, хотя я не вижу смысла тянуть, потому что, ну, даже ради интима я бы не сказала, что эта женщина прям супер-пупер, как любовница подходит. Если вы живете в браке, там, либо в гражданском браке, ну, это схожая ситуация. Здесь дорога в никуда. Просто тянете кота за хвост, понимаете? По башне у нас очень четко показано, очень четко, что этим отношениям рано или поздно наступит конец. Карта иллюзий у нас говорит о том, что, ну, не стройте много иллюзий об этой женщине,
ничего хорошего с ней не получится. Поэтому, знаете, вот, конечно, печалька. Я почему-то надеялась, что будет как-то вот, ну, получше, раскладик у нас получится. Но, знаете, мне почему-то вот больше всего жалко вот тех, вот, ну, чисто по-человечески жалко вот тех из вас, кто, ну, живет с такой женщиной, да, потому что когда встречаешься, это такое, сегодня вы встречаетесь, завтра вы расстались, да, пусть культурно расстались, ну, то есть, но когда вы живете с чужим человеком, когда вы тратитесь, когда вы теряете время, вот именно, ребят, именно теряете время, потому что вы прекрасно знаете, что жизнь очень скоротечна. И вы живете с человеком, с которым вам некомфортно, которому не хочется идти домой, с которым не хочется ложиться в постель. Ну, очень быстро время бежит, вы ведь понимаете это прекрасно. Поэтому задумайтесь, а стоит ли находиться рядом с такой женщиной, с которой, ну, никаких перспектив. Она вам не даст ни заботы, ни нежности, ни ласки, ничего, понимаете? Это женщина, которая, ну, реально, она вас по-своему использует. Вот просто использует. Подумайте, хотите вы, чтобы вас использовали и дальше? Или все-таки вы хотите чувствовать себя нужным и любимым? Но это уже будет совершенно другая история. Вот такой сегодня расклад был. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!